попробуйте ну, там, заняться каким-то бизнесом более-менее. То есть, ну, может быть, вам дадут там на начальном этапе, вот, но со временем, когда бизнес, ему свойственно расширяться, как любой, так сказать, деятельности, когда вы перейдете определенные рамки, то вами начнут интересоваться, там, попросят вас поделиться, будут к вам приходить проверки, вот, которые не будут вам давать работать. Вот это все затрудняет формирование вот этого самого капитала. Это все затрудняет формирование капитала, соответственно, в результате и экономический рост. Ну, а что говорить, подожди, что можно вообще говорить о стране, где элементарные финансовые переводы от одного физического лица к другому там, регулируются государством и ограничены смехотворными совершенно суммами. Ну вот, там больше 5000 там переводить типа нельзя, потому что там придет какая-то проверка и спросят, откуда у тебя эти деньги и так далее. Вот. Без разрешения, без лицензии, там, без справки, без взятки нельзя сделать ни одного шага практически. Да? То есть на все нужна какая-то бумага. Это даже если мы представим, что там сидят идеальные люди, которые взяток не берут, вот, которые дают вам работать и, как бы, и так далее, и не стараются помешать, все равно даже физически времени у вас это будет забирать очень много. Что опять-таки, а это время вы могли потратить на свою предпринимательскую деятельность, что в такой системе вы будете все равно меньше зарабатывать и, значит, медленнее развиваться. А это вот и есть тот самый капитал, о котором мы говорим, потому что для австрийской школы это ключевой момент. То есть развитие происходит через отказ от потребления, да, то есть человек, как бы, который хочет что-то сделать, он должен сберегать. Ну, к примеру, да, я хочу поехать в престижный какой-то вуз, вот, учиться, я несколько лет коплю деньги, то есть я их не трачу там на дискотеки, на бухло, вот, а потихонечку, значит, складываю, вот это называется сбережение, вот, потом я за эти деньги покупаю себе образование, в расчете на что? На более высокое потребление. То есть любое такое сбережение, оно делается в расчете на более высокое потребление. Вот это и есть, собственно говоря, работа механики капитала. То есть я это делаю потому, что я думаю, что если я получу образование, мои доходы будут выше. Вот, буду там, значит, сходить с этим дипломом Гарварда, там, тыкать всем его в рожу, и меня возьмут, значит, рано или поздно на какую-то хорошо оплачиваемую работу, потому что ну, считается, что моя подготовка того как бы стоит. Да? То есть есть репутация у этого вуза, уже конкретно у Гарварда я уже не знаю, что там есть, но тем не менее, просто как пример. Вот. То есть вот это вот то, как оно работает. Да? То есть мы мы сберегаем то, что сберегается, это и есть, собственно говоря, капитал, который мы потом используем для потребления тогда, когда мы растем, когда мы развиваемся. Ну, самые простые примеры – это вот тот классический Робинзон с его, так сказать, палкой, да, который там собирает ягоды и понимает, что если бы у него, ну, ягоды, какие-то плоды, если бы у него была палка, то он бы собирал их больше, у него тогда он мог бы тогда заняться чем-то другим. А так у него весь день уходит только на сбор этих плодов, которых ему хватает, так сказать, на один день. Вот он какое-то время откладывает, значит, часть плодов, он их не ест, вот, собирает для того, чтобы в течение дня, например, он мог питаться вот этими сбереженными плодами, вот, и в это время он будет делать палку, с помощью которой он уже будет тратить, допустим, полдня или 3 дня для сбора плодов на день. А остальные 2/3 дня у него уже он может посвятить для других целей. Да? И вот это и есть экономическое развитие конкретного Робинзона. И так работает экономическое развитие в обществе. Ну, то есть путем сбережения и путем преобразования этого сбережения в капитал, то есть в предметы, которые мы используем тогда, когда мы не работаем непосредственно на получение какого-то дохода, а для нашего более высокого потребления в будущем. Вот. Сомали это за счет того, что у вас много родственников, с которыми вы обязаны делиться, и вы не сможете отстоять свое право